Все коучи, значит, активно рекомендуют планы строить, люди планы какие-то строят, ну, настолько, насколько это возможно, какие-то интересы, вот иди за своим желанием и так далее. Это вот то, что мы смотрели, вибрационную формулу очень хорошо разбирали. А что делать, когда ничего не радует? Почему возникает такое состояние, когда у человека вроде как все стабильно, все есть, все более-менее в норме, и когда ему задают вопрос, чего ты хочешь, он вдруг понимает, что он не знает, чего он хочет. Сейчас сразу приходит ощущение вот безвкусности, вот это отсутствие вкуса, состояние, отсутствие желания, оно сродни состоянию, когда человек болеет ОРВИ. Когда вот теряется вот этот запах, вкусовые рецепторы теряются. То есть ты вот ешь еду вроде как ешь, а она не имеет ни вкуса, ни запаха. И вот это состояние нейтральности, отсутствие вкуса жизни, оно делает восприятие мира человеком серым. Это такое состояние печали. Причем это состояние печали, оно может быть впитано. Оно может быть внутри человека, оно внешне может отсутствовать проявленность, то есть симптоматики нет. Как человек определяет, вот он в печали, у него есть внешние события, подтверждающие его состояние печали. Вот он плачет, он грустный, что с работы уволили, там что-то там поругался с кем-то, расстался с кем-то и так далее. И он сам, как бы находясь в этом состоянии активной печали, он его переживает какой-то период времени и дальше потом выходит из этого состояния, движется уже в нормальном своем состоянии. То есть, что я здесь хочу сказать? Я хочу сказать, что есть состояние активной печали и есть состояние пассивной печали, скрытой печали. Сразу хочу сказать, что это очень тревожный симптом, который требует внимания. То есть на него нужно... Активная печаль, активная грусть, она более конструктивная, потому что она имеет начало и конец. А когда это переходит в пассивную печаль, когда человек искусственно себя выводит в состояние радости, искусственной радости, он эту печаль начинает утрамбовывать внутрь, вниз, ножками прыгает прям по ней, прям затаптывает ее куда-то туда вниз, но она никуда не девается, она вот так фундаментом лежит и фонит. Отсутствие желаний – это симптом пассивной печали. Того, почему печаль уходит в пассивность, туда, в бессознательное, у каждого человека свои, они могут быть совершенно разные. От вот как бы социальных норм, как, типа в Америке, да, не принято в обществе говорить о своих проблемах, до каких-то личных установок и убеждений, касающихся непосредственно человека. Какие еще причины могут вызывать вот эту пассивную печаль? Физиологические причины в теле могут вызывать пассивную печаль. Состояние физики, вот здоровое состояние физики тела человека, там стабильная психика, стабильные все вот эти химические процессы, гормональные процессы, там печень, почки, все это нормально работает, все вот органы функционируют хорошо, все он такой плотный, у него получается вот границы тела, они как бы есть таким, как крепость, которая охраняет все, что внутри человека, вот эти эмоциональные состояния, переживания от внешних воздействий. То есть здоровый человек, он даже какие-то вот такие переживания печали, грусти активной и так далее, он по сути, он их переживает в активной фазе. Вот как, например, что-то больно по пальцу, ну там вот ребенку, что больно себе сделал, он тут же плакать начал, да, это естественно, и это здоровая реакция. Тебе больно? Плачу. Пожалели, забинтовали, боль ушла, перестал плакать. Это естественная здоровая реакция. Если он ударился, ему больно, а он эту боль скрывает и не плачет, а улыбается, это нездоровая реакция тела.
Это больная реакция тела, значит, уже в теле происходят какие-то метаморфозы, то есть тут стресс, тут гормоны, выплеск там туда-сюда, химические процессы, реакции в мозге и так далее. То есть когда физически происходит разрушение, все вот эти подавленные какие-то состояния, оно как бы их всколыхивает, оно их поднимает, они как бы начинают провоцироваться, эти состояния. Причем здесь это не то, что изнутри идет. Внешнее событие какое-то возникает, а человек в ослабленном состоянии, его реакция на это событие, оно не может быть нейтральным. Происходит. Энергетический поток, который в здоровом теле работает стабильно, он уже используется в теле с дисфункцией какой-то более экономично. Оно уже энергию начинает направлять в ту зону дисфункции, которая есть непосредственно в теле. А тут возникает какое-то событие, внешнее, раздражитель какой-то, который требует тоже, как бы, ну, чтобы на него как-то отреагировать, нужно дать энергию. И вот в этот момент появляется некое раздражение у человека. Это, кстати, раздражение, это тоже первый такой симптом, что вот этот энергетический внутри баланс, в нем присутствует некое нарушение. Если таких факторов в течение какого-то времени, ну вот, а это на самом деле даже не какие-то специальные события, какие-то особенные события, это в принципе события, связанные с общением с людьми. На это тратится больше всего вот энергии такой психической, чистой энергии, больше всего вот на это уходит, на взаимодействие. Когда это взаимодействие сбалансированное, то здесь, по сути, есть некий вот такой сбалансированный энергообмен, удовлетворение интереса обоих, тогда здесь происходит, ну, такой баланс. Люди как бы удовлетворены общением, и один и другой остается при своем вот этом вот потоке. А если происходит отток энергии, да, и так далее, взаимодействие происходит как-то деструктивно, то вот это раздражение, это как раз оно происходит выплеск энергии, а эта разница, она не компенсируется ничем. И выплеск происходит тогда, когда человек свою реакцию сдерживает. Он ее не проявляет, он о ней не говорит. Причем здесь я сразу хочу сказать, что проявление своей реакции, это не значит, если меня бесит, что я должен начать кидаться там, драться и так далее, кричать. Я могу просто это сказать. Вот если я просто скажу: "Меня это бесит", меня это действие бесит. То есть я уже как бы раздражение, я его уже вот вывел вовне. И не нужно сдерживать, уже не требуется энергии, вот сдерживания, уже более экологичное поведение. Что я здесь хочу сказать? Если начинается вот это состояние раздражительности и так далее, в первую очередь, безусловно, надо проверить дефициты в теле витаминов, микроэлементов, отвечающие за баланс вот нервной системы, реакции и так далее. Там вот то, что там B12, ферритин, железо. Причем это и у женщин, и у мужчин. Также могут быть, сразу мне приходят неврологические состояния у мужчин, в частности, вот начала про мужчин говорить, у женщин больше связано это со всякими особенностями женского организма. А у мужчин, кстати, реакции могут быть связаны с часто очень вот с такой какой-то неконтролируемой агрессией или еще что-то. Они могут быть связаны с невралгией, с зажимами в позвоночнике, в шейном отделе. Кровообращение ухудшается мозга, и там тоже начинаются какие-то процессы, которые влияют на его эмоциональное состояние. У мужчин, то есть это тоже ярко присутствует, и потеря микроэлементов тоже в плане вот необходим там вот этих витаминов В, комплекс у мужчин тоже может быть, если он там стрессовая работа, плохое питание, какие-то там, ну, алкоголь и так далее, но это все банальные вещи, да, или он там мужчина, который там, вижу, про вегетарианство сейчас идет, это тоже, кстати, когда мужчины начинают вот как-то резко пересматривать
образ жизни, и там отказывается от мяса и так далее, вот переходит на чистое вегетарианство и так далее, происходит такой дисбаланс в организме. Я что хочу сказать, мужчинам тоже важно на это обращать внимание, потому что от этого происходят внутренние изменения, реакции меняются, и это никак не связано, по сути, с какими-то, ну, иногда, знаешь, как вот люди, особенно которые в эзотерикой только начинают увлекаться, они говорят, вот, это вот там душа моя ищет, и т что-то, на самом деле, там, или вот с интерферентами тоже так связано иногда, что вот мое состояние какой-то вот муторности, я не знаю, чего хочу и так далее. Это может быть чисто физиологический процесс. То есть для начала нужно проверить вот дефициты, Ясно. а вот дальше уже все дефициты закрыты, все зажимы в теле, которые мешали там кровообращению, убраны. Вот дальше уже идет, если у человека, тем не менее, все равно в состоянии такой пассивной печали, дальше уже работа идет с поиском причины, фундаментальной причины на энергетическом уровне. А если мы рассматриваем энергетический уровень, вот здесь что может являться причиной пассивной печали? Состояние пассивной импативность, восприимчивость, вовлечение в боль. Тоже уже субъективные такие вещи, очень индивидуальные, потому что есть люди очень эмпативные, впечатлительные, и, допустим, они стали свидетелями некой драмы, в которую эмоционально очень сильно вовлеклись. Может быть, так сложилось, что они стали участниками, не просто увидели, а вот были там непосредственными участниками этой драмы. И защитная функция психики забыть, отвлечь, потому что в сильном эмоциональном шоке он не может дальше существовать, ну, тело, а тело запрограммировано жить дальше. Поэтому сейчас вижу, как капсулирует их мозг, он как вот собирает все это вот неприятное, вот что человек, с чем человек столкнулся, и как в капсулу это закрывает, и куда-то раз так вот, куда-то вот в теле, где-то там в теле или в энергосфере это вот остается. Ну, в поле человека, я имею в виду, в энергетическом его теле это может находиться. Энергия себе находит другой, как бы, она простраивает себе другой путь, обходя вот это место, но с течением времени таких энергетических зажимов может быть больше, 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 они могут быть связаны с разными состояниями человека, и в какой-то момент вот это количество, оно переходит уже границу, когда все у человека начинает вот этот энергопоток, он начинает замедляться, ну, грубо говоря, не вывозит уже все, не вывозит человек. То есть это какие еще факторы могут влиять, если плюс-минус, допустим, человек, ну, прокачанный, скажем, ну, так условно назовем прокачанный, там, с физикой более-менее нормально, отслеживает свое здоровье, каких-то там таких глубинных, серьезных детских травм, так далее, тоже более-менее проработанный, допустим, вот человек ходит к психологу, там все, вот он знает за собой какие-то там проблемы и так далее, но вот все равно приходит к какому-то периоду времени, когда он испытывает такое состояние вот безвкусия. Что здесь может являться причиной? Вот. Здесь, возможно, естественное состояние, и у меня есть такая фраза, как перекалибровка, переход на новый уровень. Одна фаза завершилась, начинается новая фаза, и человек оказывается вот между двумя этими фазами. Он уже не в старой фазе, но еще не в новой фазе. Как подведение такое внутренних итогов, как сейчас скажу, это как инвентаризацию проводит своего прошлого, ну, условно, да, вот в линейности, если смотреть физической жизни человека. В процессе инвентаризации он может цепляться за какие-то прошлые состояния, которые его могут опять откатывать назад. То есть он уже все, он уже совсем с этим распрощался, но вот такие откаты могут быть. То есть это тоже может быть причиной, почему человек вот зависает в этом состоянии, теряет вкус, потому что он как должен отпустить все, что вот было, и прыгнуть как бы вот
посмотреть вперед и сделать вперед шаг. А вот по какой-то причине он этот шаг не делает. Ну вот опять же причина. Смотрит назад, оборачивается, ищет там какие-то решения, но сзади, то есть все задачи уже по сути выполнены. Вот еще какой момент. Вот это нейтральное состояние, оно может вызываться тогда, когда человек вроде выполнил уже все задачи, условно, которые он перед собой поставил, уже все вот переживания, состояния, опыты уже все прошел, и вот стоит, ну, надо куда-то двигаться дальше. А вот этого куда-то нет. А вот еще, а почему этого состояния куда-то нет? Что здесь мешает? Ну, мешает в первую очередь, это важная очень вещь, оборачивание назад и вспоминание, как было, а вот там тогда-то, вспоминание своих вот этих состояний, возвышенности и так далее. Вот и его вот это тормозит. То есть он не переводит фокус внимания в это состояние отпускания. То есть, а это достаточно сложно, потому что человек обычно вот к этому состоянию приходит в среднем возрасте уже, когда уже есть какой-то ресурс, уже какие-то результаты, уже какой-то опыт. И взять и отказаться от этого всего одним махом и начать, условно говоря, с чистого листа. То есть на физике это выглядит, что человек должен как бы заново начать. Ну, на самом деле, на энергетическом уровне он как бы переходит просто на другой уровень, на другую ступень. Ему надо вот сделать этот шаг, и там реальность закрутится уже по-своему, не менее интересно, чем было до этого. Но человек как бы вот назад смотрит, и вот вот все уже прожито, все уже попробовано, вот все было там, а я вот сейчас, вот я стою там ну, условно, там на пороге 50-летия, и вот что? Как? Вот все уже нет, на самом деле это как бы, ну, как бы начало нового цикла. А что можно в этом случае порекомендовать, когда вот такое состояние, что надо двигаться дальше? Что здесь можно порекомендовать? Вот выйти из этого состояния безвкусия, когда это вызвано именно вот переходным периодом. Ну, сначала здесь опять идет речь про осознанность, просто отследить в себе вот это состояние торможения и понять, что это состояние торможения, оно происходит под действием. А что, ну, под собственными действиями я подразумеваю, это мысли, которые человек прокручивает в голове, возвращаясь к прошлому, вспоминает, как раньше было хорошо, а вот сейчас уже не так и так далее. Постоянно вот возвращается назад, потом начинает себя как бы критиковать, что вот силы не те, возраст не тот, я не могу, я не умею, я не хочу и так далее. Вот это вот все как бы предпосылки, симптомы, которые говорят о том, что человек смотрит в прошлое, что ему надо делать. Ему как бы надо отречься от этого всего, вот просто взять, отвернуться и сказать: так, все, посмотреть, где я сейчас, на здесь и сейчас, где я нахожусь, подвести черту. Так, вот я в таком-то состоянии, у меня такой-то ресурс, все, я должен идти дальше вперед. И движение, оно причем здесь не то, что должен, не должен, оно как бы естественное движение происходит. Такое, причем это движение, вот сейчас тоже себе говорю, оно движение, все движется, все как бы вот имеет состояние расширения на самом деле, но находясь внутри, это как, ну, находясь внутри, да как это сказать, ну, внутри чего? Ну, внутри этого воплощения, вот это движение расширения, оно может не ощущаться. Это очень похоже на то, когда человек едет в машине, да, и кажется внутри, кажется, что вот по дороге, да, мелькают столбы, и кажется, что столбы движутся, а не ты. Ты как бы вот, ты статичен, да, ты же никуда не движешься, а вокруг вот такое движение происходит. На самом деле вот такое состояние, оно вот так вот мир, он вообще вот пространство, оно вот так существует. То есть это постоянное какое-то вот расширение вовне, бесконечно совершенно. И, ну, находясь вот в таком воплощении физики в теле, мы вот это расширение, мы его не видим. Поэтому, тем не менее, мы находимся вот как вот в машине, в движущейся машине. Поэтому, что здесь, это к чему вот эта вот вся вот это была, вот эта информация, что я хочу здесь сказать? Что здесь надо делать? Сфокусировать внимание вот на дорогу, куда я двигаюсь, туда. А что вот в физической жизни, каким образом человек, вот, находящийся в таком состоянии, может сфокусировать внимание? Что имеется в виду здесь? Здесь имеется в виду
не надо себя искусственно выводить, вот это вот ты должен желать чего-то, у тебя должна быть потребность. И здесь, фокус внимания направляется уже не столько на вот внутреннюю рефлексию, сколько во внешнее пространство. И начинается такое поэтапное движение. Что на здесь и сейчас мне надо в этом пространстве? Мне нужно, там купить себе еды, мне нужно купить себе одежды и так далее. Так, одежду купил, еду купил, попил, поел, все, у меня здесь все, дом есть, еда есть, одежда есть. Дальше, следующий шаг, что я хочу? Мне как-то вот скучновато, как я могу себя развлечь? Так, можно посмотреть кино, можно почитать книгу, можно посмотреть какой-то видосик и так далее. Вот из этих трех вариантов я выбираю, что мне на здесь и сейчас более привлекательно. Это не значит, что должна быть какая-то экзальтация, это не значит, что какое-то вот хочу, вынь да положь, вот такая страсть и так далее. Нет, на этом этапе вот такого поступательного движения это может быть достаточно спокойное состояние. Вот у меня чай, кофе, что хочу попить? Хочу кофе попить? Нет. Хочу чай попить? Нет. Что хочу попить? Воду. Беру, пью воду. То есть не надо в этом состоянии от себя требовать каких-то сверхрешения, сверхзадач. Здесь надо сказать так, мы каждый находимся в собственной машине, которая двигается с определенной скоростью, в определенное направление, по определенному маршруту. У каждого свой этот маршрут, и здесь не надо стремиться. Мы можем ехать в потоке, вот как по шоссе. Мы въезжаем на шоссе и начинаем двигаться какой-то отрезок времени в общем потоке, ориентируясь, смотря на соседние машины, чтобы не создать аварийную ситуацию, мы учитываем их движение и так далее. Но мы не сравниваем себя мы не едем в потоке, смотря на соседнюю машину и давя на газ так же, как она двигается. Нет, мы тем самым создадим аварийную ситуацию. Мы учитываем ее движение, но мы смотрим в первую очередь на то, как мы двигаемся, как мне удобно управлять машиной и так далее. Так вот, в жизни, это вот такая метафора была, в жизни это то же самое. Не надо стараться в себе вызвать какие-то вот такие экзальтированные состояния, если у меня такой период состояния паузы. Паузы. И здесь вот я вспоминаю, что вначале говорила про пассивную печаль. А вот это состояние паузы, это имеет отношение к пассивной печали, да, или нет? Нет, это уже именно о другом. Здесь именно вот это состояние паузы, состояние переходного периода. Чем это состояние отличается от пассивной печали, о которой говорилось выше? Ну, в первую очередь, по состоянию паузы достаточно стабильное эмоциональное состояние. Здесь нет каких-то болезненных надрывов, грусти какой-то, тоски и волнений. Так, когда это есть, это, вот это все к пассивной печали относится. Пауза, она ознаменовывается тем, что человек, в принципе, пребывает в состоянии, условно говоря, нейтральности, мягко говоря. У него такое нейтральное состояние. Он спокойно реагирует на какие-то внешние факторы. У него ровное отношение. Нет вот этого, это хорошо, это плохо, это восторг, это ненависть, это вот вообще шикарно, я вот хочу поехать на Бали, вот тра-та-та, вот всех Бали же вдохновляет, и я. Нет, он очень спокойно, даже если он едет, у него такое очень спокойное, нейтральное состояние. Вот это отличает вот это состояние паузы от пассивной печали. И вот из состояния паузы, из него выходить надо потихоньку, поступательно, давая себе постоянно вот это, что я хочу. Просто я хочу это или это. И иду, делаю это. И потихонечку, потихонечку, там прям я вижу, как начинается такая вот, как потихоньку, потихоньку человек начинает выходить в новое пространство, и там уже поехала своя уже новая история. Вот он сделал шаг, он перешел на шагнул. То есть все, шагнул, вторую ногу поставил и пошел дальше. Фокусируя внимание на выборе, причем на таком банальном. Не надо внутри искать каких-то там импульсов, импульсов вот этой радости, там, восторга и так далее. Его может быть очень спокойным. Но еще раз делаю акцент на том, что нет болезненного внутреннего состояния горести. Это тогда про совсем другие вещи. Тогда это надо
смотреть вот с позиции другой, закрывать дефициты, искать первопричину, трансформировать эту первопричину, убрать ее, достать и выкинуть, чтобы перейти, вот выйти из этого фона. Тут смысл в том, что, может быть, там по-разному эта трансформация может происходить. Опять зависит все от индивидуальных особенностей, потому что если это внутри вот подавлено, от него вот фон, вот как радиоактивные отходы закопаны, а фон вокруг отравляет. То есть все равно вот этот душок от этого подавленного состояния, он будет фонить на протяжении вот всей жизни. Если пока вот прям уже настолько не надоест, что уже человек принимает решение одним махом. Да что такое? Да в конце концов уже прям идет и копает, что мешает, и выкидывает. Вот. Опять же, здесь речь, потому что вот сейчас чуть выше поднимаюсь, опять же, фундаментально, и с фундаментальной точки смотреть, если на эти состояния, опять же, это все какой-то период, вот отрезок нахождения в определенном состоянии, когда человек внутри себя принимает решение, оно причем такое, оно какое-то импульсивное, оно может быть неявно как это проявлено, но он как вот щелкает у него внутри, и он для себя понимает, что он хочет поменять фон. И вот пока это состояние внутренней готовности не произойдет, все, что я описала выше, вот состояние пассивной печали, они будут длиться, пока не усугубятся и не доведут человека, тело его до какой-то критической точки, когда отсутствие желаний уже будет не просто отсутствием желаний, такие как-то вроде, а уже будут физиологические проблемы в теле, связанные там с депрессивным состоянием, с каким-то вот там алкоголизмом у мужчин, там часто они в это дело заходить начинают, да и женщины, собственно, могут там венцом расслабляться, и там начинаются всякие там патологии с этим связанные. Какие-то драматические ситуации могут себя вводить. То есть, ну, там прям вот как вот сжимание происходит. И опять же, все это на фундаментальном уровне, если мы смотрим с позиции сознания, выбор. Выбор переживания этого состояния, когда я просто принимаю решение, не хочу больше это. Вот просто не хочу. И это вот как внутри, как щелчок должен произойти. И тогда постепенно у человека начинают срабатывать во внешней реальности, в его физической реальности возникают какие-то ситуации, которые ему будут потихонечку помогать выходить из этого состояния. Просто еще есть такая очень важная рекомендация, сейчас важно фокус внимания своего. Его надо как сконцентрировать. То есть с чего начинается, по сути, конструктивные изменения? Они начинаются с фокуса своего внимания. Это как, сейчас скажу, очень похожее ощущение, когда человек так вот раз вот эти новогодние праздники ели, спали. Ну, я не про всех, я имею в виду большинство. Или там на кровати ты все мотаешься, так полдня мотаешься, а потом в какой-то момент пошел душ принял, одежду там спортивную одел, пошел на улицу, там побегал, на лыжах покатался, вот как-то вот взбодрился. То есть для начала надо вот этот свой фокус внимания, который вот так рассеялся по всей плоскости, его вот как собрать, понять, что фокус внимания – это моя энергия, и понять, вот что я хочу. Вот я хочу что? Для начала я хочу изменить свое состояние. Для себя определить вот это как задачу, цель, просто намерение высказать. Не обязательно там себе сразу расписывать, ну кому надо, может и расписать, что подъем, тра-ля-ля, но на сниженном потенциале он может его весь запал закончится на написании этого плана на самом деле. То есть для начала можно хотя бы выразить это намерение внутри, прям фокус внимания, его собрать вот со всех этих вот рассеивающих его состояний, собрать перед собой, задать себе вопрос: мне нравится мое состояние на здесь и сейчас, да или нет? Нет, не нравится.
Я хочу изменить свое состояние на более конструктивное, более бодрое. Какое состояние я хочу испытывать? Ну, хотя бы себе какое-то, ну, направление-то дать вот своему, био вот этому скафандру. Чего ему задачу надо дать? Какое хочу состояние испытывать? Ну, хотя бы состояние некого, эмоциональной стабильности. Все. Хочу? Хочу. Все и отпустить. И дальше фокус этого внимания держать на эмоциональной стабильности. Вот, что я хочу? Эмоциональная стабильность. Что такое для меня эмоциональная стабильность? Можно это прям написать. Что для меня эмоциональная стабильность? То-то, 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 то-то. Как я на здесь и сейчас, исходя из тех условий, в которых я сейчас нахожусь, могу, этой стабильности достичь? Мне сразу приходит: "Не знаю". Ну, это как бы скажет человек, обычный, вот если он в таком состоянии находится, в раздрае, какой-то вот ослабленном и так далее. Он, конечно, он не знаю, как я могу достичь этого состояния, а я хочу узнать, да или нет. Вот. Хочу. Хочу узнать, ставлю точку. Все. И на самом деле на этом можно для начала успокоиться в том плане, что я хочу сказать, это как бы выраженное намерение, выраженное желание. И вот это желание, оно уже, на энергетическом уровне такой производит перенастройку. Так, все желание выражено, да, все дальше начинается вот эта работа бессознательных всех, схем, которые вот вот эта вот энергетическая работа этого пространства начинает возникать некие факторы, которые позволяют человеку выйти из этого состояния. Не знаю, слышит какое-то видео, в котором вот мы, допустим, сейчас разговариваем на эту тему. Возможен такой вот у меня из моего личного примера. Заболела сильной вирусной инфекцией в лёжку, просто совершенно непонятное состояние, которое меня спровоцировало пойти к врачу. Врач, кроме основного лечения, назначил мне еще дополнительные анализы. Через эти анализы мы выяснили, что есть некие дефициты, которые требуется закрыть. Все, вот старт. Все, поехала, заработала, все, дефициты закрываем, уже стабилизируется состояние энергетики, тела, дальше уже все, дальше уже ресурс появился, уже едем дальше, уже начинаем дальше более сложные задачи решать. После того, как ты написал «желаю», точка, изменить это состояние, надо, единственное, что нужно делать, это делать, отвечать на импульсы из внешнего пространства. Просто, ну, делать уже. Возможно, такие состояния вот вынужденного действия, в данном случае, как у меня. Поэтому и такие вещи, они могут как бы вынужденные действия вызывать. Но как бы можно обойтись более экологичным способом, да, не провоцируя прям вот прям болезнь. Ну, опять же, это все уже такая штука индивидуальная, то есть это прям вот индивидуально, надо смотреть человека, почему такие предпосылки и с чем они связаны. Что-то хочу еще здесь добавить. Это как-то все очень сумбурно, много всего. Да или нет? Нет. Вот у человека есть такое состояние, когда отсутствует желание. Как я вижу, смотрю человека, я его вижу таким, как полулежит на кушетке, и такой вижу, кстати, почему-то девушку, женщину, и она немножечко в таком, как в обмороке. А что значит этот образ, что хочу себе этим сказать? Отсутствуют внутренние импульсы, которые осознаются на уровне сознания, которые осознаны, и человек и хотел бы ощущать что-то другое в каком, ну, как сказать, и вот эти импульсы ощущать внутри себя, но график все равно пока что такой вот ровный идет. Это состояние воспринимается как дискомфортное, а всеми людьми воспринимается как дискомфортное. То мне сейчас идет противопоставление двух состояний. В обычном своем состоянии тонуса, достаточно таком стабильном, устойчивом состоянии,
человек, у него возникают постоянно, ну или с достаточной периодичностью определенные импульсы, у него возникает интерес, он хочет получить определенную эмоцию, например, от просмотра спектакля или от прослушивания музыки, или он хочет поиграть с детьми, или он пообщаться хочет с кем-то, или он хочет побыть в одиночестве, и там тоже определенные вещи. И вот это постоянное такое переплетение вот этих вот состояний, постоянно они возникают. Или у него может интеллектуальный какой-то импульс возникнуть, какой-то интерес изучить что-то, познать и так далее. И это нормальное состояние для физически здорового и психически здорового человека в состоянии тонуса, который находится в данном физическом пространстве, потому что суть процесса, который здесь человек проходит, это как раз взаимодействие активное с физическим пространством. Когда же у человека возникает вот это вот состояние противоположное, апатичное, то тогда у него как будто бы снижается планка, и у него нет таких ярких импульсов, о которых я выше сказала, и даже по большому счету у него нет больших ярких импульсов, например, а, там, покушать вкусную еду или пойти себе что-то приготовить для того, чтобы ощутить какой-то определенный вкус. И это состояние для человека, который постоянно, ну, более-менее, скажем так, находится в состоянии тонуса, оно является таким немножечко дискомфортно в том смысле, что он условно стоял вот так вертикально, и вдруг он так прилег и подниматься пока не хочет. Говорю себе, что одной из причин такого состояния может быть состояние временной паузы. Какие могут быть причины такого состояния? Физиологические причины здесь могут присутствовать, это определенно. Это может быть естественный физиологический спад, либо спад физиологически связанный с отсутствием определенных, ну, как с снижением определенных ресурсов, которые есть на физике у человека, тех ресурсов, которые задействованы во всей системе физико-химических процессов, которые происходят в теле человека. И в частности, о чем Марина говорила выше, это может быть дисбаланс, отсутствие или недостаток каких-то веществ, витаминов и так далее, тех, которые задействованы в строительстве, в создании определенных процессов физиологических, в строительстве клеток и так далее. То есть сама по себе эта система, она функционирует достаточно автономно, но когда определенные какие-то ресурсы истончаются, когда она уже не может, эта система, скажем так, брать из внутренних источников, из внутренних ресурсов, тогда может возникать определенный физиологический спад, который и положит человека условно на эту кушетку, о которой я выше говорила. Тело является тем инструментом, той машиной, которая движется здесь в физическом пространстве. И если в ней наступают какие-то недомогания, какие-то поломки и так далее, то сам процесс движения, он будет затруднен. То есть привести ее в рабочее, в нормальное рабочее состояние, и после этого уже возможно анализировать, то есть в состоянии низкой физиологии, когда нет возможности, например, у этой машины двигаться дальше, говорить о каком-то высоком потенциале интеллектуальном, эмоциональном и еще каком-то неуместно, потому что только через эту физику мы проявляем себя, осуществляем определенные физические действия. Даже взять трубку телефона и набрать номер и позвонить кому-то, это и то требует определенных усилий, на которые тоже нужна энергия, грубо говоря. Здесь также следует учитывать, что человек является частью более обширной системы, как, например, то место, где он живет, со своими климатическими особенностями, и также другие циклы, которые протекают. Но здесь в контексте того вопроса, о котором сейчас мы говорим, насколько важно, например, какие-то космические циклы. Говорю себе, что нужно ближе к тому вопросу, о котором сейчас идет речь, это цикличность человека и цикличность, ну, скажем так, окружающего пространства, в котором он находится, грубо говоря, планеты. Какие еще моменты я хочу подсветить в контексте причин этой паузы? Говорю себе, что здесь одной из причин может быть экзистенциальный кризис. Человек подходит к той черте, когда дальнейшее движение по выбранному им ранее пути, сознательно или бессознательно,
для него является неприемлемым. Это может касаться нескольких аспектов его жизни: работа, финансы, семья, отношения с детьми, здоровье и так далее. Какие-то основные аспекты жизни, в которые его не удовлетворяют. И человек может перейти вот в это состояние паузы для того, чтобы прийти к этому осознанию, чтобы подвести некую черту. Человек может даже чувствовать определенную подавленность. Это как некий промежуточный этап между старой жизнью и новой жизнью. То есть он начинает осознавать, как он жил и из чего он не хочет дальше продолжать, но еще не переходит в то новое, в котором он хочет находиться. И у него даже нет еще пока что ощущения того, как он хочет это выстраивать, что он хочет делать. И вот это тоже может быть одной из причин. Какие еще возможные причины могут быть для состояния этой паузы? Здесь, в данном случае, то, что я сейчас начала говорить, это немножечко другой уровень. У человека может не быть как так называемого экзистенциального кризиса, но у него может быть определенное переосмысление того, что он, к чему он пришел. И здесь могут происходить определенное состояние корректировки того, что, то есть в целом то, что он делал и делает, его вполне устраивает, но он хочет перейти на новый уровень, и он как расчищает пространство и дает себе определенную паузу для того, чтобы переосмыслить и прочувствовать, что же на самом деле он хочет получать в своей жизни, перейти к новому осознанию. То есть у него было «я хочу одно», но он переходит к «я хочу другое». И вот как раз это промежуток между ними, это как раз вот это состояние паузы. Если что-то здесь... что я бы хотела порекомендовать человеку, который находится в этом состоянии паузы? Позволить себе в этой паузе находиться, позволить себе услышать эту тишину, в этой тишине накопить определенный импульс, определенный потенциал, который позволит двигаться дальше. Это речь идет именно, если суть в неких таких психологических моментах. Если же причина вот этого отсутствия желания, этой апатии в физиологии, то тогда с этим необходимо работать. То есть если, о чем я выше говорила, если организм выработал определенный ресурс, если у него, к примеру, не хватает больше внутренних веществ, внутреннего запаса, его необходимо восполнять с точки зрения приема необходимых витаминов, минералов и так далее, каких-то определенных веществ. То есть не нужно обесценивать этот момент, который решается только физическим способом. То есть какие-то медитации или какие-то, не знаю, условно накачивание энергии или работа с чакрами или какие-то еще энергопрактики, они в любом случае не позволят решить этот вопрос, либо решение этого вопроса будет очень кратковременным. То есть здесь нужно это разделять. Если же суть в неких психологических моментах, то тогда в качестве рекомендации все-таки позволить себе взять эту паузу и дать себе определенное время, но это время поговорить с собой, четко и прямо проговорить, что меня беспокоит, что происходит, что мне не нравится в моей жизни, что я хочу изменить, куда я хочу прийти, в каких сферах я чувствую, что мне что-то не устраивает и так далее. То есть это прям четко с собой поговорить, проговорить вслух и дать себе определенное время для того, чтобы решить этот вопрос. Это необходимо для того, хотя бы ориентировочно, это необходимо для того, чтобы не оставаться слишком долго в этом состоянии. Окажется такая ситуация, когда он погрузился в это состояние, но не делает следующий шаг. То есть и, соответственно, он так и не возвращается в то состояние, когда идет активное взаимодействие человека с физическим пространством в виде действий. То есть он бездействует этот период. И здесь, в зависимости от ситуации, человек может дать себе определенное время, и некоторым даже людям будет полезно, к примеру, вообще уехать куда-то из привычного окружения,
освежить свое сознание, освежить свое восприятие и переосмыслить те вещи, которые ты хочешь переосмыслить. Но в любом случае цель этой паузы — это выйти к активности на новый уровень. То есть сам по себе период, его нужно ценить, но нужно четко оценивать саму по себе продолжительность этого периода. То есть кому-то достаточно будет несколько дней, кому-то, может быть, 3 недель. Но в любом случае нужно постоянно, как сказать, не впадать в состояние засыпания, а постоянно с собой проговаривать. И даже кому-то будет полезно фиксировать некие осознания, которые пришли, что же я хочу, куда я хочу двигаться. Потому что мысль, она такая очень, может быть, неуловимая, и пришла какая-то идея, если не зафиксировать на бумаге или в гаджете, то тогда она очень быстро улетучивается, и потом, возможно, придется как заново этот процесс проходить. А здесь именно его ценность и полезность этого процесса в том, чтобы прийти к новому решению и действовать уже исходя из новых целей и задач. Нужно к этому состоянию подходить с определенной долей юмора, именно не сарказма, а юмора, позволять себе смотреть на себя со стороны, но глазами доброго друга. Да, различные ситуации могут складываться, да, какие-то вещи могут происходить, но я четко знаю и верю, что я обязательно выйду из этого состояния и эту временную паузу для себя смогу воспринять в позитивном и максимально продуктивном для себя ключе. Я знаю, что я справлюсь. И тогда, исходя из этого внутреннего состояния, сам процесс, вот я его вижу, он начинает становиться более таким подвижным, более плавным, более гибким, и то есть включается такая большая собранность внутри человека, и уже его, как вот это сам по себе процесс, он уже становится более динамичным. Да, я шла ли я что-то еще из общего, какие-то рекомендации сказать, дополнить, добавить, да или нет? Нет.